Привет, друзья! Петр Ян, российский боец смешанных единоборств, является бывшим чемпионом UFC и ACB в легчайшем весе. Заботливый отец, примерный семьянин, долларовый миллионер. Но давайте обо всем по порядку. И перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет Петр Ян и сколько зарабатывает русская звезда в UFC. Петр Ян родился в маленькой деревне в Красноярском крае 11 февраля 1993 года и прожил там до 12 лет. Затем семья переехала в Дудинку, где Петр пошел в 6 класс. Своей необычной фамилией Ян обязан деду по отцовской линии, чистокровному китайцу. Бабушка отца грузинка, мама спортсмена и ее родственники – русские, ну и сам Петр считает себя русским. Маленький Петя рос подвижным, энергичным мальчиком, отличался взрывным, вспыльчивым характером и повышенным чувством справедливости. Свою правоту с детства привык отстаивать с кулаками, частенько ввязывался в уличные драки, после которых являлся домой в синяках и ссадинах. Ему попросту некуда было тратить свою неуемную энергию. В деревне отсутствовали какие-либо детские кружки или секции. Все изменилось после переезда в город. Петр сразу же записался на футбол, акробатику и плавание. Пробовал заниматься тяжелой атлетикой и тхэквондо. Учился во вторую смену, поэтому все успевал, да и в условиях полярной ночи делать все равно больше было нечего. В конечном итоге парень остановил свой выбор на боксе. Решающую роль сыграл пример старшего брата. Да и слава Кости Дзю, кумира детства, подстегивала парня на решительные действия. Первым тренером Яна стал Николай Николаевич Суржиков, сразу же высоко оценивший способности своего нового ученика. Именно он посоветовал после 9 класса переехать в Омск и продолжить занятия у Юрия Владимировича Демченко, мастера спорта по боксу и талантливого педагога, воспитавшего целую плеяду выдающихся спортсменов. Демченко лично встретил 15-летнего подростка на вокзале и определил его в спортивную школу. Отучившись в ней 2 года, Петр поступил в Сибирский государственный институт физкультуры и спорта. Чтобы заработать на жизнь, юноша участвовал в платных боях в популярном омском ночном клубе «Атлантида». Там же подрабатывал охранником и вышибалой. Петр посвятил профессиональному боксу 8 лет, стал мастером спорта и понял, что достиг потолка. Появилось желание попробовать себя в чем-то другом, и юноша начал интересоваться смешанными единоборствами. Дебютировал в 2013 году в Иркутске, узнав о бое за 10 дней до начала турнира. Поединок оказался сложным, но в дополнительном раунде Яну все-таки удалось нокаутировать своего соперника и выйти из схватки победителем. За успешным первым выступлением последовали несколько боев в Омске, после которых молодым спортсменам заинтересовались представители ACB и заключили с ним контракт. Парень столкнулся с серьезной конкуренцией. Ему пришлось сильно постараться, чтобы закрепиться на лидерских позициях. В октябре 2015 года он выиграл бой у Мурада Каламова, что дало ему возможность встретиться в следующем поединке с Магомедом Магомедовым. Эта схватка закончилась поражением Яна, но уже в следующей встрече с англичанином Эдом Артуром Петр сумел полностью реабилитироваться за досадный проигрыш. 15 апреля 2017 года состоялся повторный поединок с Магомедовым, который окончился полной победой Петра. Ян стал чемпионом ACB в легчайшем весе, а 30 сентября подтвердил свой титул победой над бразильцем Матеусом Матосом. В январе 2018 года Ян подписал контракт с UFC, самым авторитетным организатором боев ММА в мире. К тому времени спортсмен уже почувствовал уверенность в своих силах, у него выработался собственный стиль, напористый и агрессивный. Его главным козырем была работа руками, размах которых равен его росту – 170 сантиметров. В бойцовских кругах Петр получил прозвище «No Mercy», что означает «пощады не будет». Свой первый бой в UFC Ян провел 23 июня 2018 года в Сингапуре, где встретился с японцем Теруто Исихара и одержал над ним уверенную победу. Его следующим соперником должен был стать титулованный бразилец Дуглас Силва Ди Андраде, но из-за травмы ноги его заменил кореец Джин Сусон. Кореец проиграл поединок и был вынужден отдать 20% своего гонорара в пользу своего соперника, так как его вес немного превысил установленную норму. Яну досталась также премия «Бой вечера». Зрители и судьи единогласно оценили зрелищность схватки и накал страстей, царивший на ринге. 29 декабря 2018 года состоялся отложенный ранее бой с Дугласом Силва Ди Андраде. Во втором раунде Петр одержал победу техническим нокаутом, после чего поединок был остановлен из-за сильного рассечения на лице бразильца.
Петр вышел победителем и в схватке с американцем Джоном Додсоном в феврале 2019-го. А 14 декабря того же года он ногой в голову нокаутировал именитого американского бойца Юрая Фейбера и стал обладателем премии выступления вечера. Теперь о личном. Со своей будущей женой Юлией Петр познакомился в Омске, когда только начинал свою спортивную карьеру. С тех пор она повсюду сопровождает своего любимого супруга и является его талисманом на удачу. В 2016 году у пары родился первенец Даниил. Малыш, как две капли воды, похож на своего знаменитого отца и уже мечтает о спортивных победах. В феврале 2020 года Ян взял небольшой отпуск и полетел с сыном и беременной Юлией в Таиланд на остров Пхукет, чтобы отдохнуть с семьей перед боем за чемпионский титул. Но в связи с эпидемией коронавируса и карантином выбраться из страны стало невозможно, и семейству пришлось задержаться на Пхукете почти на 5 месяцев. Петр снял виллу с бассейном на берегу океана, оборудовал в ней тренировочный зал и стал самостоятельно готовиться к поединку. 22 июня там же, в Таиланде, появился на свет их второй сын, которого назвали Константином в честь Кости Дзю. После боя в Абу-Даби супруги вернулись в Екатеринбург, где Ян с семьей живет с 2018 года. 12 июля 2020 года на Бойцовском острове в Абу-Даби Ян провел бой с бразильцем Жозе Альдо за титул чемпиона в легчайшем весе. Большую часть поединка преимущество было на стороне российского спортсмена. Лишь во втором раунде Альдо удалось захватить временное преимущество. В финале Ян пошел в сокрушительную атаку и серией мощных ударов окончательно деморализовал противника. Бой закончился техническим нокаутом, после которого рефери принял решение остановить схватку. Теперь он второй гражданин России после Хабиба Нурмагомедова в списке чемпионов UFC. Напомню, что Олег Токтаров в этом списке не числится. В этом поединке Ян нанес противнику 194 удара, что стало абсолютным рекордом для этой весовой категории. В Твиттере бывший обладатель пояса написал: «Поздравляю, дорогой Ян, но ты полный отстой. Для тебя было бы везением выстоять против меня хотя бы 2 раунда. Ты мерзкая картофелина». Также он изъявил желание сразиться с Петром, но это, скорее всего, было шуткой. А в начале марта 2021 года в американском Лас-Вегасе отгремел турнир UFC 259. В его карде состоялось 15 поединков. Добрая половина из них завершилась досрочно. В предварительном карде скучать также не пришлось. В клетку вышел Петр Ян, который впервые в карьере проводил защиту пояса. Его соперником был лидер рейтинга, официальный претендент на титул Алджемейн Стерлинг. Ян выходил в клетку впервые с июля 2020 года. Стерлинг сразу начал работать первым номером. Американец ямайского происхождения был разнообразен и даже удивил напором. А уже в 4-м раунде Петр поймал кураж. Американец стал еще более медленным и проигрывал почти каждый эпизод. В конце отрезка Стерлинг, находясь на канвасе в глубокой защите, получил тяжелейший удар коленом от Яна. Таким образом, Петр нарушил одно из основополагающих правил UFC, в котором четко сказано, что наносить удары ногой или коленом по голове лежачего соперника запрещено. Алджемейн упал на канвас и долго не мог прийти в себя, и, конечно, не мог продолжать схватку. После некоторой суматохи в октагоне вместе с поясом появился президент лиги Дана Уайт. Стало ясно, что пояс все же кому-то достанется. В итоге лига приняла решение отдать победу дисквалификации Стерлингу, который почти проиграл поединок. Очень жаль, что Ян потерял пояс таким образом. Логичен ли такой исход его кратковременного чемпионства? Оставляйте ответ в комментариях. Теперь о доходах. С сентября 2018-го Ян выступает в цветах бойцовского клуба «Архангел Михаил», который финансирует русская медная компания. Подписав контракт с Яном в 2018-м, «Архангел Михаил» получил бойца с почти идеальным резюме и отличной перспективой. К тому моменту Петр провел 7 боев в ICB, проиграл лишь 1 спорным решением судей и подрастил свой гонорар с $2000 в 10-15 раз. В 2017-м стал чемпионом промоушена, а в январе 2018-го оформил первый контракт с UFC. Договориться с главной ММА-организацией в мире помог менеджер Саят Абдрахманов. В конце 2017-го контракт Яна с ICB истек. Промоушен предложил ему новый, на улучшенных условиях, до $50 000 за бой. Но у Саята был другой вариант. К тому моменту он уже стал партнером американского агента Дэниела Рубинштейна и вел переговоры с UFC. Боец сомневался, но в итоге доверился менеджеру и отказался от предложения ICB. «У меня большие планы на это UFC», — говорил в интервью Петр Ян. Сумму этих планов он уточнял в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить» в январе 2020-го.
На вопрос о том, сколько Петр должен заработать, чтобы уйти из боев, спортсмен уверенно ответил – $5 миллионов. По состоянию на 2021 год Ян уже превысил отметку в $1 миллион. Дебют в UFC принес Яну $43 500 за бой. Сопоставимые суммы боец получал и в ACB, но с каждым боем в UFC гонорар растет, а чемпиону полагается еще и доля от дохода с проданных трансляций. Ян провел в промоушене 6 боев и уже дважды переподписывал контракт, улучшая его условия и продлевая срок. Так, например, гонорар Петра за титульный бой на UFC 251 в 10 раз больше суммы, которую он получил за дебют, рассказывал Абдрахманов. Петр Ян – хороший пример для всех молодых людей, желающих добиться в жизни своих высоких целей. Парень из глубинки, выходец из смешанной семьи, смог сокрушить непобедимых и занять свое место в спорте. Так на чем же ездит Петр Ян? В 2017 году, после завоевания титула чемпиона в легчайшем весе, Петру подарили седан бизнес-класса Mercedes-Benz E-классы. До этого он ездил на Toyota Camry. А после Петр приобрел Porsche Cayenne, сделал подарок самому себе. Ею он отметил свою победу в UFC. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.